Корица для растений. 5 способов, о которых вы точно не знали. Иногда самые простые вещи, которые мы привыкли видеть у себя на кухне, оказываются настоящими сокровищами для наших зеленых любимцев. Вот, скажем, корица. Кто бы мог подумать, что эта ароматная специя, которую мы добавляем в выпечку или в утренний кофе, может быть таким надежным помощником в уходе за комнатными растениями. Я сама сначала отнеслась к этому с легким скепсисом. Правда, корица – это же просто приправа. Как она может помочь растениям? Но любопытство взяло верх. А потом опыт. И теперь я просто не представляю свою домашнюю аптечку для цветов без баночки молотой корицы. И, конечно, мне хочется поделиться с вами, как и зачем я ее использую, потому что результат просто волшебный. Антисептик и защита от гнили. Начну с самого главного. Корица – это мощное природное антисептическое и противогрибковое средство. Если вы когда-нибудь сталкивались с тем, что у растения после пересадки начали загнивать корни или стебель, вы понимаете, насколько это серьезно. Гниль, плесень, грибки – все это может погубить даже самое выносливое растение. А вот корица помогает это остановить. Корица при пересадке растений. Когда я пересаживаю растения, особенно те, у которых корневая система повреждена, я обязательно присыпаю срезы или поврежденные участки молотой корицей. Это как йод или зеленка для растений. На практике делаю так. Примерно 1/2 чайной ложки молотой корицы высыпаю в небольшую сухую пиалу. Беру ватную палочку или чистую кисточку и аккуратно наношу на корицу на срезы корней или стеблей. Иногда просто обваливаю срез в порошке. Важно, чтобы участок был сухим, тогда корица лучше зафиксируется. Эта простая процедура подсушивает ткани, обеззараживает и создает защитный барьер от грибков. После этого даю растению полежать на воздухе 20-30 минут, чтобы срезы окончательно подсохли, и только потом сажаю в свежий грунт. В результате растение быстрее восстанавливается и не болеет. Секрет укоренения черенков. А если говорить о черенках, друзья, это просто находка. Раньше я часто сталкивалась с тем, что черенки, особенно фиалки или пеларгонии, начинали подгнивать еще до того, как успевали пустить корни. Сейчас, перед тем, как ставить черенок в воду или в землю, я обязательно макну срез в корицу. Для этого я высыпаю в небольшую сухую крышечку или блюдце 1/2 чайной ложки молотой корицы, обмакиваю в нее срез черенка и слегка стряхиваю излишки. Если черенок крупный, можно аккуратно обмазать срез ватной палочкой, смоченной в воде, а затем обмакнуть ее в корицу. Тогда порошок лучше прилипнет к палочке. После этого я даю черенку полежать на воздухе 15-20 минут, чтобы корица подсохла, и уже потом ставлю в воду или сажаю в легкий субстрат. Это не только защищает от загнивания, но и стимулирует рост корней. Да-да, корица помогает растению быстрее укореняться и делает его крепче с самого начала. Небольшая история спасения моего алоэ. У меня был случай с алоэ. Обычно это растение очень выносливое, но в один момент оно стало вялым, листья начали терять упругость, а почва почему-то не просыхала, хотя я и поливала очень умеренно. Меня это насторожило. Я аккуратно вынула растение из горшка и увидела, что корни начали подгнивать. Я срезала все поврежденные участки, оставила подсохнуть на воздухе, а затем обработала срезы корицей. После этого посадила алоэ в новый сухой субстрат с хорошим дренажом. И знаете, уже через неделю он начал оживать. Листочки снова стали плотными, насыщенно зелеными, а сам кустик расправился, как будто ничего и не было. Корица против плесени. А еще я использую корицу как профилактику. Если вдруг в каком-то горшке появился белесый налет на поверхности почвы, это может быть плесень. Особенно зимой, когда солнечного света мало и грунт не успевает хорошо просохнуть. В
таких случаях я аккуратно снимаю верхний слой земли, примерно 1–1,5 см, заменяю его на свежий рыхлый грунт, а затем равномерно присыпаю сверху молотой корицей. Примерная дозировка – 1/3 чайной ложки на горшок диаметром 12–14 см. Если горшок крупнее, то 1/2 чайной ложки. Я просто распределяю корицу тонким слоем на поверхности почвы, не поливая сверху. Запах приятный, грибок не растет, а растение выглядит довольным и здоровым. Повторяю такую обработку при необходимости раз в 2–3 недели в зимний период, если условия способствуют появлению плесени. Против мошек и грибных комариков. Кстати, о запахе. Я заметила, что после таких обработок мошки становятся куда менее активными. Не могу сказать, конечно, что корица полностью избавляет от почвенных мушек, но определенно отпугивает их. Особенно эффективно работает следующий способ. Беру 1 чайную ложку молотой корицы и равномерно рассыпаю ее по поверхности почвы в проблемном горшке диаметром 15–18 см. Если горшок меньше, достаточно 1/2 чайной ложки. Корица не только отпугивает мошек своим запахом, но и подавляет грибковую среду, которая служит пищей для их личинок. Важно применять этот способ после того, как грунт немного подсохнет, так эффект будет заметнее. Повторять можно раз в 7–10 дней при необходимости. А еще помогает справиться с грибковыми комариками, которые иногда заводятся в переувлажненной почве. Стимуляция роста растений. И вот что интересно, в корице есть вещества, которые действуют как легкий стимулятор роста. Я даже читала об исследованиях, где сравнивали обычную воду и воду с добавлением корицы при укоренении черенков. Результаты были удивительные. Растения с корицей образовывали корни быстрее и были крепче. Если хотите попробовать, вот простой рецепт. На 1 стакан 250 мл теплой воды добавьте 1 чайную ложку молотой корицы. Хорошо перемешайте и дайте настояться 4–6 часов. Затем процедите через марлю или мелкое сито. Получившимся настоем можно замочить срезы черенков на 30–60 минут перед посадкой в почву или воду. Это не только защитит от гнили, но и мягко простимулирует образование корней. Важно использовать только свежеприготовленный раствор и не хранить его дольше суток, чтобы сохранить полезные свойства. Такой способ особенно хорошо подходит для укоренения фикусов, монстер, пеларгоний, фиалок и других комнатных растений. Домашняя паста из корицы. Иногда я делаю такую пасту. Примерно 1 чайную ложку молотой корицы смешиваю с 1 или 2 чайными ложками кипяченой теплой воды до состояния густой кашицы. Масса должна быть плотной, чтобы хорошо держалась на срезе и не стекала. Эту пасту наношу тонким слоем на срезы крупных растений, например, когда укореняю монстеру, замиокулькас или другие растения с мясистыми корешками. Или когда, не дай бог, сломался стебель и нужно защитить место разлома. Особенно хорошо это работает на суккулентах. У них срез должен обязательно подсохнуть, но при этом важно предотвратить попадание инфекции. Паста из корицы в этом случае действует как природный антисептик и защитный барьер. Оставляю пасту на срезе до полного высыхания. Обычно это сутки, после чего можно приступать к укоренению или посадке. Профилактика прямо в почве. А еще хочу поделиться одной маленькой хитростью. Если вы пересаживаете растения и заметили, что корни сильно повредились или есть риск заражения, можно добавить немного корицы прямо в почву. На горшок объемом около 1 или 1,5 литра достаточно добавить 1/4 чайной ложки молотой корицы. Просто аккуратно перемешайте ее с верхним слоем нового грунта перед тем, как посадить растение. Если горшок побольше, около 3 или 5 литров, можно взять 1/2 чайной ложки. Главное не переборщить, потому что слишком большое количество корицы может подавить полезную микрофлору в почве.
Такой способ помогает предотвратить развитие патогенных грибков и бактерий, особенно в первые дни после пересадки, когда растение еще ослаблено и уязвимо. Когда корица не справится? Но, конечно, важно понимать, что корица – это не панацея. Если у растения серьезная грибковая инфекция или вредители, то лучше использовать специальные препараты. А вот как дополнительная мера, как профилактика, как первая помощь, она незаменима. Я знаю, что многим из вас хочется выращивать растения правильно, но не всегда есть опыт или время читать сложные статьи. Поэтому я и делюсь такими простыми, но действенными способами. Корица – это то, что есть почти у каждого дома. И если вы еще не пробовали использовать ее для своих цветов, попробуйте. Уверена, вы будете приятно удивлены. Знаете, бывало, что приходит ко мне подруга и жалуется: «У меня опять гниет фиалка, что делать?» А я ей: «А ты корицу попробуй». Она там сначала смеется: «Ты что, булочки собралась печь в горшке?» А потом звонит через неделю: «Слушай, сработало». Стоит и не гниет. Листик упругий. Такие мелочи делают наш уход за растениями осознанными. Это не просто полил и забыл. Это настоящее общение, забота, внимание к деталям. Когда ты понимаешь, что каждое растение живое и чувствующее, и оно тебе благодарно. Да-да, именно благодарно. За ту самую щепотку корицы, которую ты добавила не в пирог, а в горшок. Попробуйте, не бойтесь экспериментировать, но делайте это с любовью и знанием. Пусть ваши зеленые друзья будут крепкими, здоровыми и радуют вас каждый день. А если этот совет оказался вам полезен, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить другие мои зеленые секреты. И обязательно напишите в комментариях, пробовали ли вы когда-нибудь использовать корицу для растений и какой результат получили. Делитесь опытом, это всегда вдохновляет. Спасибо, что были со мной. До новых встреч среди зелени и ароматов, где даже специи становятся частью цветочного чуда.